Вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения адекватных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? Давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Просто если он не идет вперед, значит его обнуляешь. Своего союзника должен обнулять, если он отказывается выполнять боевую задачу. Я не знаю, командиры, кто они такие, мы их даже ни разу и не видели. Нам по радийке говорили, что вот, если он отказался, ты его должен обнулить. Здравствуйте, уважаемые зрители. Потерь нет, мобилизации не будет. Утверждают с пропагандистских телеканалов. На самом деле все идет в противоположную сторону. Своих не бросаем, своих обнуляем. Дальше будет интересней. Посмотрим про бензин, про деньги, их отсутствие вернее. Прошу поддержать канал подпиской. Напишите комментарий, поставьте лайк. Просто Дагестан. 328 рублей 95 бензина. Прикиньте, да? 328 рублей. 3 евро 40 центов. Плюс-минус. Мне кажется, даже Европа в ужасе от таких цен. Все завидуют России. У меня даже слов нету, я просто в недоразумении. Прикинь, 328 рублей 95 стоит. Только в ДАК заехал и вижу 95 328. Бензином полная жопа. Друзья, мы едем по трассе М4 Дон, Москва-Краснодар. Проехали практически 900 километров, и бензина нет. И мы вернулись. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Бензина нет нигде вообще. На Красной Поляне, на Роснефти есть бензин 92-й, 95-й, но там очередь километровая, причем с двух. Сказать, вчера заправились до полного бака на Атане. Бля, вылезла ошибка по топливу. Вода в системе. Ну, это просто какой-то... Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромная очередь. Так вот, ребята, Сочи. Такая обстановочка. Что вообще происходит там? Какая причина? Что же... Где бензин делся в той стране, в которой они ходят по нефти? Веселенько. Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Получается, сможем повторить. Как-то так звучит, наверное. Повторили. По карточкам. Не за Кока-Колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. Друзья, мы сейчас в районе улицы Цветочной. Посмотрите, здесь освобождаются павильоны. 1, 2, 3, 4, 5. Вот дальше 6. Я заходил сюда, покупал сладости. То есть бизнесы закрываются. Больше сладостей не будет. Путинская движуха стоит дорого. Отдыхать люди уже не едут. И не только из-за денег, но еще и из-за добрых дронов. Дальше будет интересней. Мы проходим ресторан «Вода» на Мандарине. Его тоже закрыли. Он много лет работал. Мы на Адлерской набережной. Здесь тоже свободные павильоны. А также закрылся легендарный ресторан «Дом» и «Грильяж». Как думаете, с чем это связано? Нужно просто создавать условия для людей. Условия, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Все для народа. Создать такие условия. Нету бензина, никуда не едут. Идеальная путинская движуха. У нас нет света 23 дня. И да, я тот ноющий крымчанин, который жалуется на высокие цены. Они очень сильно растут. На отсутствие бензина. По 100 рублей бензина я не видела ни разу. Но я его видела только в интернете, что он должен быть. Все. Хоть интернет есть периодически, тоже хорошо. И света у нас нет 23 дня. Один раз нам его дали на 3 часа. Это было неделю назад. Все. Как я должна выживать? И почему я не должна жаловаться? Почему я должна терпеть? Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну, в общем, ответ приблизительный такой. Война – дорогая штука. На ней зарабатывает Путин
его вся движуха, вы там держитесь. Вот такое ноу-хау на России. Обтянули сеткой, защита от дрона. В скором будущем уже мангалы будут варить. Вот это я понимаю, движуха идет. Это что летит? Что же это летит? Фламинго? А, нет, фламинго это надувная штучка для купания. А это дрон лютый называется. Приехали отдохнуть руссо-туриста. Все для людей. Вон, блядь, ты говоришь, не полетит, вон он, блядь, назад летит. Ну какой дрон? Полетел в одну сторону. Ничего интересного не нашел. Вернулся обратно. Более чем у половины субъектов РФ расходы превышают доходы. Не может такого быть. Неужели в путинской экономическое чудо не работает? Отрицательный рост – это тоже рост. По итогам первого квартала 2026 года число регионов, у которых зафиксирован дефицит бюджета, выросло до 56, что на 10 больше, чем годом ранее. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ, размещенном на сайте Счетной палаты. Число регионов с высоким уровнем дефицита, свыше 10% к налоговым и неналоговым доходам, достигло 35. Наибольшие относительные показатели отмечены у Еврейской автономной области – 50,5%, Кемеровской – 50%, Вологодской – 32,9% и Республики Коми – 32,7%. В абсолютном выражении сильнее всего дефицит проявился у Кемеровской области – 21,3 миллиарда рублей, Ханты-Мансийского автономного округа – 20,3 миллиарда, Краснодарского края – 19,9 миллиарда, Иркутской области – 17,4 миллиарда и Московской области – 15,2 миллиарда рублей. Управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Клисенко полагает, что по итогам года совокупный дефицит всех регионов окажется на уровне 4,5 триллиона. Это около 50 миллиардов евро. Вот такая вот интересная путинская движуха, экономическая дива. Представляете, бюджета нет, бензина нет, денег нет. Все идет строго по плану, все делается для россиян. Так держать. Друзья, прошу поддержать канал подпиской, напишите комментарий, поставьте лайк. Если смотрят патриоты, можете поставить дизлайк. Спасибо, до скорых встреч.